Всем привет, меня зовут Ева, лысая блондинка. Сегодня я вам расскажу мою историю. А что говорить? Я ничем не отличаюсь от других людей. Ну как ничем? Вот этим. Да, это голая правда и моя жизнь. У меня аллопеция. Хочу вас предупредить о том, что не нужно меня жалеть, потому что я пережила эту ситуацию, я прошла ее, я осталась лысой, но в то же время я все еще здесь. Это видео предназначено для тех людей, у кого начинаются проблемы с волосами, у кого продолжаются проблемы с волосами, или же просто людей, которые интересуются этой темой. Oh shit! Моя история начинается 21 сентября 2017 года, то есть уже прошло 5 лет. Именно в тот день я находилась в лагере Виктория, который, к сожалению, сгорел. В ту ночь я конкретно И после этого начались все мои проблемы. Гормональные сбои, проблемы с щитовидной железой, выпадение волос. Спустя некоторое время после пожара я не чувствовала ничего, я ни на что не жаловалась, у меня было все хорошо, я продолжала ходить в школу с волосами, у меня было все отлично. Я делала всегда высокий хвост, я ходила в нем 24/7, потому что это была моя прическа, это была моя индивидуальность. Об индивидуальности попозже поговорим. И в какой-то день моя бабушка замечает, что на затылке у меня появилась точка такая, лысина. Я как бы не придала этому никакого значения, и кажется, будто бы, ничего такого ей показалось, то есть ничего особенного. Через момент я сама начала замечать, что точка появилась не только на затылке, но и на другой части головы, и начинаю уже немножко беспокоиться об этом. Я показала это все маме, я рассказала все папе, показываю. Папа говорит: ну что, поздравляю! Нужно идти к какому-то врачу, что-то делать, потому что, выпадают волосы. Наш семейный врач посмотрела на мои очаги, так называемые, и сказала: может быть лишай у нее, а также может быть аллопеция. На тот момент я, не то чтобы понятия не имела, я думала, это какой-то мат, это какое-то извращение. И мы пошли по ее совету к врачу, дерматологу. Врач нам сказал, что у меня очаговая аллопеция, начальная стадия, ничего, не волнуйтесь, что у вас случилось. Но перед тем, как вы мне расскажете, нужно сдать анализы. Это не первые анализы, которые я буду сдавать. Даже могу показать, вот мои первые анализы, которые я сдала. Это было 27 октября 2017 года, через месяц после пожара. И таких врачей, которые посылали нас за анализами, было много. Очень много красивых разноцветных бумажек, которые ничего не значат. Я не только сдавала анализы, но и проходила всякие терапии, магниты, плазмолифтинг, ультразвуковое исследование. Я даже не беременна. Я также делала компьютерную томографию своего позвоночника, головы. В общем, после того, как я сдала анализы и пришла к первому врачу, мне прописали таблеточки, витаминчики. Я это пила. И, в общем-то, это все-таки помогало. До середины марта я пропила на тот момент несколько видов витаминов. Так как я была очень мнимым ребенком, я пила успокоительные. В середине марта мои волосы более-менее заросли, то есть очаги затянулись, все стало нормально, все отлично, но недолго музыка играла, я заболела гриппом, у меня поднялась температура, полопались сосуды в глазах, перестала слышать одно ухо, было бордового цвета горло, болела недели 2, и потом все пошло по пизде. Волосы начали выпадать с такой скоростью, что я даже не могла понять, я лысая или я волосатая. Когда ты делаешь вот так, и у тебя снимается пол копны, у тебя начинается непонимание. Типа, что такого случилось, что я настолько быстро начала лысеть. И, в общем, я начала ходить по разным врачам, я ходила к тому. Параллельно я каждый месяц сдавала анализы. И 2018 год нас пригласили на конференцию гнездной аллопеции. И там была куча лысых детей, женщин, мужчин. Нам давали бесплатную еду, но это не об этом. Вот, и нам рассказывали все об аллопеции, что это такое, где, почему оно, как оно. Нам раздали вот такие вот буклетики, дали бесплатные футболки, накормили. Когда мы спрашивали с мамой, как вылечиться, то есть
Может, вы напишите нам какую-то рекомендацию, поедем. На что нам отвечали? А вы думаете, есть лечение? Вы можете делать все, что хотите, понимаете? Лечения нет. После того, как нам сказали вот эти вот слова, они начали загонять что-то про «прими себя», «ты так крутой», «купи парик», реклама париков сразу же, систем париков за миллиард гривен. И после этой конференции всю обратную дорогу я просто рыдала в автобусе. У меня начались загоны, у меня начались проблемы. Я продолжала пить свои витамины, таблетки, количество их увеличивалось просто в геометрической прогрессии. По факту ничего не менялось. То есть я пила, я что-то капала, я мыла голову необычными шампунями для волос, бальзамами, терла голову красным перцем. Я сидела на диетах, и я перестала радоваться жизни, потому что школа мне не приносила никакого удовольствия. Так еще и эта лапеция, это просто двойное неудовольствие, понимаете? В октябре 2019 года мы отправились всей семьей искать парик. Это было грустно, потому что это были осенние каникулы, и волос на моей голове почти не оставалось. Я начинала ходить в кепках, я начинала одевать банданы для того, чтобы никто не увидел этого ужаса. И, в общем, я ехала уже в Днепр за париком, в кепке, с горем пополам. Мне привезли этот парик. Я смотрю в зеркало в этом парике и понимаю, что мне не то чтобы не нравится, просто не то ощущение. А в 10-11 классе я прекрасно ходила в париках. Люди даже говорили, что мне не идет. Это плохая стрижка, Ева. Почему ты так постриглась? Это что, парик? Нет. Я хожу в этом парике, начинаются разные всякие непонятные взгляды, потому что я считала себя в школе симпатичной. У меня были загоны по внешности, но по сравнению с другими я была неплоха. Очень даже неплоха. После прихода в школу в парике, конечно, все взгляды поменялись. У меня поменялось просто колоссально мнение о некоторых личностях. Это очень странно. Некоторые перестали общаться, потому что я стала, стрёмной. Когда я ходила в парике, и у меня еще оставались остатки волос, какие-то сопельки вот эти вот в виде волосин, я не могла себя принять. И в школе я всегда была магнитом для всяких оскорблений, для всяких приколов окружающих. Конечно, я на них не обижаюсь, было очень неприятно. На самом деле было очень трудно. Не было ни одного дня, когда меня не оскорбляли. Для окружающих это была шутка, но в тот момент мне было настолько сложно, что некоторые высказывания меня просто-напросто добивали. Все еще хожу в парике, потому что я себя не принимаю. Я не могу на себя в зеркало смотреть лысой, мне неприятно. И особенно в тот момент, когда у меня выпали брови, я несколько месяцев даже не смотрела на себя в зеркало, потому что мне было неприятно. Если бы нам раньше сказали, что такое пересадка волос, и что ее можно сделать только когда у тебя есть волосы, мы бы просто пересадили их, но не факт, конечно, что они бы прирослись. Но попробовать стоило, думаю. Мы узнали о пересадке волос в тот момент, когда я уже была лысая, поэтому вспоминаю эти моменты, и, очень приятно, очень приятно. Все. В конце 10 класса я полностью облысела, я набила брови, я набила стрелки, и я подумала, что нужно как-то выкарабкиваться из этого. Меня поддерживали мои сестры, я им очень благодарна. Если бы не они, я бы до сих пор ходила в парике. Я начала снимать ТикТок летом 2020 года. Постепенно, с каждым видео, комментарием, с каждым подписчиком я стала себя любить, стала себя действительно уважать. За какой-то промежуток времени мой ТикТок набрал там 100 000 подписчиков, и все. Проблем будто бы и не было. Я ходила все равно в париках, я все равно не могла показаться на публике. Мне было неловко, так знаете. Сейчас мне тоже неловко, просто сейчас мне насрать на всех. И в 2020 году, в сентябре, я решаю, что все, я заканчиваю 11 класс, и после школы снимаю парик и выкидываю его в мусорку. Я хочу ходить без парика. В этот момент случается одно очень интересное приключение, необычное.
у меня появляется парень. Я не хочу ничего плохого про него говорить, потому что это был взрослый, осознанный человек, я была ребенком. Так говорю, я ему рассказывала о том, что я хочу уже летом ходить без парика, уже как-то привыкать к себе, полюбить себя, уже все такое. На что мне мой на тот момент молодой человек говорил: а зачем? Тебе что, не нравится, когда ты ходишь, в парике? Ты же в парике отлично выглядишь. Почему ты хочешь ходить лысый? Ты что? Я считала, что этот человек не поддерживает меня в этом. В тот момент, когда я ему рассказывала про то, что я хочу уже принять себя, уже стать на путь, этот человек спрашивал: а зачем? Парик есть, купим себе еще 20, будешь ходить, отлично. В общем, после этого я поняла, что мы немного разные. С горем пополам я закончила школу, с горем пополам я сдала ЗНО, с горем пополам я поступила в университет. Сейчас я учусь на 1-м курсе, хожу туда лысая, мне нас... И знаете что? У меня появилось столько проблем, что... Нет, не в плане психики и внутреннего состояния. У меня появилось столько каких-то непонятных дел, что аллопеция — это песчинка в том, во что сейчас я окунулась. Такая какая-то история получилась. Как изменилась моя жизнь после аллопеции? Кардинально. Стоят ли эти все разочарования того, что я сейчас добилась? Стоит. А кто поплакать не любит? И у меня вопрос. Вы думаете, что после того момента в лагере мои родители запретили мне ездить в лагеря? Боялись, что со мной что-то еще случится? Нет. Я была еще в 2 лагерях. Конец. В этом году я поговорила с родителями и решила, что я не хочу участвовать в лечении своей аллопеции. Я хочу просто выйти из этой палаты. Я не хочу чувствовать себя больным человеком. Я не больна, я не болею. Это не проблема. Это небольшой изъян, какой-то произошел, понимаете, сбой в моем внутреннем состоянии, в моем организме. I haven't cancer, okay? Мне кажется, я должна быть благодарна за то, что это случилось, и, вероятно, это даже пошло мне на пользу. Потому что я действительно начала любить себя еще больше, чем я любила себя в 12 лет, в 10 лет, в 9 лет. Я начала просто относиться к некоторым вещам настолько эгоистично. Вы даже не представляете, как это помогает в жизни. Самое главное, то, что я ко всему стала относиться с положительной точки зрения. И потом, конечно, догоняю там всякие недостатки, неполадки. Вот он темноглазый, изменения. Мне действительно нравится внимание окружающих. Я люблю всякие комментарии бабушек со стороны. Я люблю, когда дети спрашивают у мамы, кто это, что это, почему она лысая, что это с ней. Я настолько вжилась в эту роль. Мне нравится, когда люди говорят что-то про меня. Что хотелось бы сказать людям, у которых есть проблемы с волосами? Не нужно сильно гнаться за всякими лекарствами. Одно, когда у тебя просто ломкие волосы, или какие-то шелушения, или что-то еще, но когда у тебя реально выпадают волосы, ты хочешь за все взяться, то принимать, и то делать, и то делать. Какой итог? Просто трата времени, трата денег, трата нервов. Это все сложно переносить, когда ты не хочешь быть лысым, например, или когда у тебя просто неровный череп. Но я бы посоветовала все-таки любить себя настоящим. Не загоняйтесь, шлите этих людей, шлите всякие взгляды. Я не знаю, просто ты пережил эту ситуацию и смотришь на себя вот сейчас со стороны и со стороны себя в 12 лет, ты понимаешь, насколько это все связано. Если бы у меня не было каких-то мыслей, я себя не загоняла, я как-то уже начала осознавать, что происходит, понимать и трезво смотреть на ситуацию еще в то время, когда у меня были волосы. Я не знаю, может быть, и действительно у меня бы сейчас были волосы, если бы я просто расслабилась и жила спокойной жизнью. Но, кстати,
Если бы у меня были волосы, у меня бы не было аудитории. Я бы сейчас не сидела и не давала советов. Я сделала вывод, что мне нравится. Спасибо, что посмотрели до конца это видео. Подписывайтесь на мой канал. С вами была Ева Лысая Блондинка.